Яра, доброе утро. Доброе утро, Геннадий. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги по энергетической и эзотерической чистке, как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Яра войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в режиме реального времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаем вам захватывающего просмотра. Яра, можешь Да, сейчас. занять самое удобное положение для твоего тела и расслабиться. Мгм. Готово. Сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. И расслабляйся. Сейчас, Яра, просто слушай мой голос. И с каждым моим словом твой разум начинает расслабляться автоматически, без усилий. Чем больше ты слушаешь его, тем глубже погружаешься. И это приятное и ожидаемое для тебя ощущение. Сейчас я сосчитаю от 5 до 1, и с каждой цифрой твое тело будет в 10 раз больше расслабляться, а твой ум и анализ отключатся. 5. Почувствуй, как тяжелеют веки. 4. Мышцы лица смягчаются. 3. Плечи опускаются. Тяжелеют руки. 2. Тепло разливается по телу, и оно расслабляется. И 1.
полное расслабление. Теперь твой разум полностью открыт. Твое тело полностью расслаблено. И каждое мое слово проникает в твое подсознание, получая нужную информацию. Следующие 3 цифры унесут тебя в 100 раз глубже. 3, 2, 1. Ты в идеальном трансе. Теперь на счете 3 мы отключаемся от коллективного сознания. 1, 2, 3. И на 3 встречаемся в гипнотическое пространство. 1, 2, 3. Как ты это пространство находишь? Здесь просторно и свободно, Мгм. Хорошо. спокойно. На счете 3 повышаем наши вибрации и уровни энергии до максимального значения для нас. 1, 2, 3. Теперь на счете 3 ты подключаешься ко всей информации, которая связана с красной ртутью. 1, 2, 3. Откуда истинное знание о красной ртути впервые пришло к человечеству? Ну, появился такой высокие горы и водопад, вот такое Мгм. картинка пришла. Это Земля. Я вижу только вершину, а подножия не вижу. Мгм. А подойди поближе на счете 3. 1, 2, 3. Как будто ощущение, что это как, как осадки другой планеты. Ну, Мгм. то есть происхождение это как неземное, а это как у нас дождь льется на землю, да, и вот это что-то и уносит куда-то так прям. То есть там не вода, а там красная ртуть. Это как сказать, переработанное вещество какое-то, ну, это как конденсат. Это то, это продукт, который получается в результате какого-то взаимодействия. То есть это, ну, как А какого взаимодействия? Что тебе приходит? Что ты считываешь? ну, как будто вот такие раскаленные потоки. Мгм. Сначала они горячие, Мгм. а как вот, знаешь, ассоциация, когда сварка летит, Мгм. вот что-то, да, с железом работа идет, Мгм. и вот эти искры Брызги разлетаются, вот эти, да? брызги, да. Мгм. То есть это как
Нечто результирующее из какой-то реакции или что это? Да, это Мгм, результат какой-то реакции, какого-то взаимодействия, мгм. э, ну вот раскаленного чего-то. Почему-то вот ассоциация с раскаленным железом. А с считай, какова ее фундаментальная нефизическая сущность? Что это такое? Энергия, информация, сознание? Ну, такой, как будто имеет очень сильный заряд, и когда Мгм, с- собирается во что-то такое большое и целостное, это имеет такую, даже вот идет такое, как взрывоопасность. мгм. Ну, что-то с бомбой можно сравнить. То есть какая-то какое-то накопление энергии, Да, заряд усиливается. какой-то конденсат энергии, да? Да, можно и так сказать. А кроме энергии есть еще какая-то информация, которая содержится, может быть, сознание. Что тебе приходит? Нет никакого сознания, Мгм, нет у нее. Это как переработанный материал, то есть это мгм. не имеет никакого сознания, это м, ну, просто явление такое. А подключи и считай, какой материал переработанный, исходный материал, из которого возникает вот этот результирующий металл, красная ртуть. На счете три. Один, два, три. Это как какой-то, ну, я не знаю, я это вижу как что-то очень горячее, имеющее очень высокую температуру. Такое, как вот оно бурлит вот так вот, как Мгм. ну, что-то похожее, может быть, ну, как вот на вулканическую лаву, Лава, такая, да? да, Мгм. да, она бурлит, и вот эти как искорки такие отлетающие от нее, они вот превращаются вот во что-то другое, меняют структуру, отделяются и ну, видоизменяются. То есть как будто новую жизнь получают. А какая первичная форма или состояние красной ртути в ее самом чистом виде? М, Жидкость, кристалл, плазма. Что такое На первичное? плазму похожая. Мгм. То есть это очень накаленная такая Да. мгм, облако или что? Нет, это как тяжесть определенную имеет. Мгм, Ну вот как в котле варится, вот такое мгм, оно. мгм. Вот ощущение, что какие-то горные породы окруженные, а внутри вот это, ну как озеро, можно так Мгм, сказать, и м. оно вот все вот это Накапливается там, да? накапливается. А какой ключевой процесс делать ее красной и особенной, эту ртуть? М. Я, честно говоря, не знаю, как она выглядит в реальной жизни. Мгм. Красная ртуть, не знакома с этим Ну, понятием.
Но, Ртуть, ну, только красная. да, но я не знаю, но то, что я вижу, это она, м, то есть вот если брать то, что я вижу как отдельную единицу, отдельную планету, Мгм. потому что кроме этого там ну, никакой жизни нет, там очень высокая температура, и вот это отделение происходит, но температура самой планеты поддерживает э, состояние вот этих отдельных частиц, то есть она не холодная, она Мгм. не такая раскаленная, как была в единой массе, но в отдельных частицах она тоже имеет очень высокую температуру и, ну, может, взрывоопасность. Ну, вот такое что-то, как бы внутри оно идут эти процессы. То есть то, что я вижу снаружи, она как лава, да, вот так льется, переливается. Когда отделяется от этой лавы, ну, какие-то структуры субстанции, то вот этот процесс продолжается внутри этой субстанции, не снаружи. То есть как Мгм. отдельная единица она, а, ну, может не представлять никакой, ну, такой Опасность или угрозу. опасности, силы, да. А если соединить это снова, да, вот как Мгм. медузу оторвали частички, она срастается, и тогда уже вот, да, как солнце такое Мгм. раскаленное очень. Можно М, сказать, что есть там какой-то трансмутирующий процесс перехода из одного Да, то в есть это, другое. да, меняющее состояние, и вот по отдельности оно вот как бы такое более спокойное, но вот этот заряд, он остается внутри. Если это все соединять в один котел, то это вот эта сила, она может вернуться э, и использоваться. И как будто бы, э, что вот с этой большой мощной силой нет возможности работать, взаимодействовать и как-то ее приручить, то вот с этими частями, которые она выбрасывает, которые от нее отделяются, с ними есть возможность взаимодействовать, то есть Мгм. как бы подступиться к ним и уже из этого складывать свою какую-то мозаику. Но Мгм. там очень много процессов внутри, они как бы вот такой, как с одной стороны живой организм, с другой стороны интеллекта в этом нет никакого. Он как Есть ли эта красная ртуть, зародилась ли она еще и на Земле? Что ты считываешь по этому поводу? м, нет, место рождения ее не Земля, но она Мгм. как будто была, знаешь, как когда, ну вот семена ты одного растения Мгм. привозишь, они Мгм. Мгм. рассыпаются, как бы сам цветок погибает, но он продолжает жить в какой-то другой структуре. То есть вот как будто, ну, что-то большое, когда Мгм. подлетает, Мгм. оно разделяется на несколько маленьких частей, и оно уже как бы соединяется То есть с начинается другими какой-то породами. процесс трансмутации, который Да, да, способствует образованию вот этого да, то есть вещества, оно да? не умирает, а, оно продолжает жить, да. Мгм. То есть вот это вещество, оно, ну, я не знаю, если так можно сказать, не имеет срока годности, и Мгм. бессмертное, то есть То есть, бессрочное. то есть оно в таком состоянии находится очень долгое время, да?
Да. не меняя свое состояние. Или Ну вот. меняя. Есть какие-то... Вот на счете 3 ты посмотри, при снижении температуры этого вещества и при повышении, как меняются ее свойства физические? Один, два, три. Но понижение температуры, то есть как будто, ну, сжатие происходит, и Мгм, оно, ну, как, можно даже сказать, как горная порода, вот так мгм, оно, мгм. такое твердое. То есть обычный металл, да? Ну да, то есть оно, ну и свойства они совершенно другие, то есть, Мгм, ну, мгм, никак с ним взаимодействовать невозможно, ну, в плане те свойства, которые содержит это вещество, этот металл, они, ну, их невозможно раскрыть и применить, и внедрить в какую-то технологию, если оно вот в таком состоянии. мгм, Но это как форма жизни. Вот мгм, форма мгм, жизни ее, она, ну, такое, очень высокая температура. мгм. А температура, обычная температура окружающей среды, в которой и мы находимся, как оно проявляется, вот эти ее свойства. Они отчасти заморожены, но Мгм, как будто бы несут какой-то заряд. То есть вот мгм, если это большое скопление, много этого вещества, то вот, знаешь, еще такой как будто гул поднимается, знаешь, мгм, мгм, вибрация вот такая, когда дрель, ну, мы сверлим, да, мы слышим звук. Мы мгм, можем мгм. звук не слышать, но чувствовать вот эту плотность, Вибрацию, да? вибрацию, Мгм. да, вот такое что-то. Есть какая-то критическая масса этого вещества, когда она начинает проявлять какие-то свои свойства неизвестной науки современной. Но свойства она может проявлять только при взаимодействии с ней. Сама по себе в состоянии покоя она, А вот посмотри, вот есть капля, потом постепенно еще и еще прибавляется вот этой субстанции еще. И посмотри, как она, когда есть какая-то, есть ли какой-то процесс, когда начинается, когда какая-то критическая масса достигается. Может, какие-то реакции происходят, какие-то процессы. ну, вообще она кажется такой очень, ну, вот прям как заряженной. Я не Мгм, знаю, как бы, и как будто ее, ну, даже трогать невозможно. Вот она такая, как излучение от нее исходит, и очень сильная вибрация, и даже вот что-то связанное как с магнетизмом. мгм. Что-то она как... А каковы частоты этих вибраций? Подключись и считай, сколько это будет в цифрах. На счете 3. Один, два, три. Это очень цифры какие-то высокие показатели. То есть я не знаю, какую единицу измерения ты хочешь услышать, но вот если речь Какие-то идет просто про цифры, то цифры. Назови цифры, которые тебе приходят. Не привязывай ни к какой системе счисления там. Цифры. ну, это Сколько очень цифр? длинное число, как вот Мгм, мгм. похожее на число Пи. пи, да, то Да. есть просто бесконечное. Хорошо. А сейчас ты мне скажешь в герцах, в обычных герцах, которые мы
привыкли мерить частоту. На счете 3. 1, 2, 3. Ну, это вот первая цифра 7, и я пытаюсь увидеть, сколько вообще цифр. Мгм. И Ис- их, ну, в районе 5 или больше даже. Мгм. Мгм. Хорошо, Ну, отключись от этого. тысячи какие-то, Хорошо, тысячи. отключись. Отключись. А, есть какие-то у нее физические свойства, которые неизвестны науке современной нашей? А какие известны науки? Ну, я не знаю, там взаимодействует с гравитацией, там, я не знаю, там взаимодействует с пространством, со временем. Что тебе приходит? Но гравитация присутствует, она, то есть если брать вот, когда мы собирали это в единое целое, да, вот Мгм, до критической массы, то мгм. она в образе такой парящей. То есть она имеет свойство аннигилировать гравитацию, да? Ну, она становится как независимой. Вообще, как будто массы у нее нет большой. То есть Мгм, она, мгм, я не знаю, какая масса может быть на самом деле, если брать в расчет, что это металл, но вот когда она собирается в целую часть, то она, независимо от своей массы, становится невесомой. Вот такой мгм. парящей. Замечательно. А как-то она со временем взаимодействует? Со временем. Мгм. М, А что такое время? Такого понятия для нее не существует. Она всегда была, есть и будет? Она, да, она как бы конца у нее нет, конца жизни. То есть она Мгм, всегда будет жить в какой-то форме. Но если брать вот, допустим, какой-то прибор, который ну, создан на Земле, который имеет, вот я просто вижу такой образ, прибора со стрелкой, то мгм, а, вот показатели этой стрелки, они меняются. Но, может быть, это и есть, когда измеряют какую-то частоту, то стрелка колеблется. Но вот так она может воздействовать. мгм. А у нее есть время рождения? То есть, когда она получается, она из чего-то трансмутирует. Это является ее время образования, рождения. Есть какое-то начало. Нет никакого начала. Это Мгм, просто часть какого-то, м, часть другого пространства. Как, мгм. То есть она взаимодействует еще с пространством. но место ее зарождения — это другое пространство. Мгм. Хорошо. Как она взаимодействует с биологическими системами, с живыми организмами, клетками? Но жизни она не способствует. Мгм. То есть она опасна для жизни, да? М, Или нейтральна? Ну, есть степени, наверное, какие-то. То есть, если она
в состоянии покоя, вот как улей. Если он просто существует, ты не можешь, ну, образовать какую-то жизнь внутри этой системы или поблизости. Мгм. Но если ты но она, ну, не причиняет никакого, такого существенного вреда. Знаешь, как такая огороженная территория, Мгм. и там, только она, только То есть ее в той зона среде не обитания. развивается, не развивается жизнь. Это не Нет, среда для обитания или нет. каких-то организмов, микроорганизмов, да? Ну, вот того живого, что мы привыкли видеть, нет. Мгм. А как она влияет на сознание и психику при непосредственном контакте Ну, человека с... создает как будто вот что-то такое магнитное поле, вот какое-то воздействие, резонанс. Мгм. Ну, вот с головой что-то связано именно. И что происходит с головой или с сознанием человека, или... э, Вообще вот сейчас такое приходит, что, в медицине это может как-то применяться, что она, как, знаешь, как рентген вот мгм, просвечивает, как будто мгм, она помогает лучшей видимости. Вот как если бы мгм, очки ты надел, и ты видишь, что происходит, внутри. Вот такое, и очень сильное такое, как вот прям заряд такой очень сильный, плотный. мгм, мгм. А М. вот ты говоришь, очень мощный заряд, очень много энергии. Что за энергия? Что за тип энергии здесь? На счете три тебе придет ответ. Один, два, три. Что-то схожее с атомной, может быть, вот такое оно. Идет излучение какое-то. Ну, вот так все расширяется, переливается. Вот, Мгм, ну, не знаю, когда ты на солнце смотришь, и, ну, ты чем ближе, так скажем, ты к нему находишься мгм, или лучи долетают, то есть вот мгм, это прям ты чувствуешь процесс, мгм, что что-то с телом происходит. То есть вот что-то такое очень большое, очень плотное, такое, мощное. Но вот именно когда оно в таком взаимодействии с чем-то таким, что придает ему, температуру. А какой самый сильный сенсорный образ, ощущение от нее? Вот приблизь свою руку. Что ты чувствуешь? Тепло, вибрация, звук, Ну, это свечение. вибрация и звук, то есть вот как Мгм. вот такое что-то, когда, м, Но этот звук ты слышишь чем? он не Телом, слышен, но он он ощущается, да? не физически, да, Мгм, но он мгм. как будто в голове происходит То такое, есть как это нечто вне физики, да? На метафизике получается, да? да, То есть это из-за чистоты, которая очень высокая. да. Мгм. А как вот это вещество ведет себя в присутствии сильных энергетических полей, электромагнитные или ядерные? Как взаимодействовать с этими полями? Оно как будто сразу вступает в взаимодействие, как будто, м, ну, притяжение происходит Притяжение. такое. А посмотри, есть какое-то вещество, которое, например, отталкивает Отталкивает что? вот это, вещество, красную ртуть.
Ну, это какая-то другая полярность. Вот, Мгм. То есть зависит от полярности. да. Мгм. А посмотри, э, вот на счете 3 у тебя в руке появится кусочек золота. Один, два, три. Да, Что происходит? золото как будто Что с тобой происходит? У тебя все хорошо? у меня все хорошо. Это так, Это а, так золото это организм взаимодействует так с... на информацию реагирует. Мгм. Они М. как взаимодействуют? Вот красная ртуть и золото. Ну, это как, знаешь, такое, как удар под дых, остановка. То есть как, граница такая, забор. То есть они отталкиваются? Ну, как будто бы да. То есть в то же время очень такое, все равно плотность очень сильная, но нет вот этого слияния. Мгм. А, а теперь на счете 3 у тебя в руках будет чеснок. Один, два, три. Приблизь к капле ртути чеснок. Как будто он меняет форму. Вообще, как будто какое-то испарение происходит. А что Прям вот. такое содержится в чесноке? Что... Как т- какие-то кислоты. Кислота какая-то, и прям пар такой идет. Мгм. Сейчас я тебе транслирую телепатически кадры с Ютуба в интернете, где показывают, как взаимодействуют, как показывают, что взаимодействуют, потому что это непонятно, это правильно или неправильно, это правда или неправда. Вот чеснок приближается, и вот эта капля уходит от чеснока, уходит. А вот берет кольцо золотое, и оно притягивается к золоту. Эти кадры настоящие. И не знаю, настоящие они или нет, Мгм. но то, что я вижу, что когда вот прозвучало, да, взаимодействие с чесноком, то есть Да. пошло какое-то испарение, и Мгм. структура вот этой капли, она стала более мягкая. Мгм. То есть она из твердой превращается в какую-то, ну, не то, что она Мягче. растекается, да, но она как вот, Мгм. вот эта плотность, такая сжатость, она Мгм. ослабевает, как будто Ослабевает. появляется, ну, соты какие-то Мгм. внутри, да, Мгм. как вдохнуть можно. Хорошо. Яра, а теперь на счете 3 ты берешь зеркало и ставишь позади этой капли. Один, два, три. Что происходит? Оно как встроилось в зеркало. То есть оно встроилось, то есть ее не видно, то есть она слилась с изображением зеркала. Ну, как будто частью стало зеркало, да. Мгм. То есть она как бы исчезает на фоне зеркала, да? Ну, как будто она с единым целым становится, как М. будто зеркало содержит частицы эти. Мгм. Ну, вообще интересно, это как будто бы зеркало содержит вот эти частицы, и то есть мы очень часто взаимодействуем с зеркалом, и а, какое-то искажение происходит, как будто отрицательные какие-то.
Ну вот, не знаю, странное ощущение. Мгм. А теперь, Яра, скажешь мне на счете три, какая ее главная функция в самых передовых скрытых технологиях? Один, два, три. Источник энергии, оружие, двигатель. Ну, нет такого, что какая-то главная. То есть это Мгм. как будто во многих а, направлениях применяется. А в то, что я перечислил, она применяется. Да. То есть как-то как будто, ну, это не что-то новое, какое-то новое открытие, и вот оно произошло. Это как давно, как Это будто все давно известное. встроено, да, в эту систему. Это, ну, как бы ничего такого удивительного в этом нет. Только, Норма. только простым людям оно не очень-то известно, да? Ну, да. Ну, то есть те, кто приближен к этой теме, эта информация доступна. Мгм. Используется ли это вещество для манипуляции пространством времени? Это как? Это открытие каких-то порталов, ускорение времени или наоборот, торможение времени, остановка времени. Ну, что-то созвучное с ускорением Мгм. и с порталами. То есть она в этих технологиях связана с пространством и временем, да? Да. Ну, как будто вы, ну да. А теперь на счете три тебе придет информация. Применяется ли она для контроля над разумом массам, Да, да. для внушения? А какие ключевые технологии невозможно без нее? Ну вот сейчас как будто что-то похожее на спутники и вот эту связь, как чтобы воздействовать, должно быть такое, м, ну, зона покрытия большая. Мгм. То То есть есть, должно как, ну, если ты просто смотришь на, ну, допустим, если бы это было предметом каким-то, то это как бы фронтальное, да, позади тебя тоже должно быть. Ты как должен был закольцован, а, ну вот как удерживаться между двумя полями, да, то есть мгм, внутри. Так мгм. вот происходит это воздействие. То есть посредством этой красной ртути можно создать системы
Связи? Да, Мгм. На больших расстояниях, да? да, да. Мгм. Хорошо. А считай на счете три, где на Земле находятся основные природные или искусственные источники этой красной ртути. Один, два, три. Ну, почему-то как будто что-то такое Канада, Австралия. Мгм. Это какие-то подземные хранилища или какие-то базы. На базу похоже. Мгм. Огороженная территория. А кто контролирует вот эти базы? Ну, это военные, ну, как А посмотри организация. над военными, кто там еще есть. На счете три. Один, два, три. Ну, это те, кто доставил м, Мгм. впервые этот источник на Землю. То есть, ну, ощущение, что какой-то прибор, когда упал, разбился, и вот Мгм. это, ам, ну, как зарождение, ну, местонахождение вот То есть этого. там были какие-то резервы, которые просто попали на землю, да? Да, и вот так как бы произошла связь. То есть то, что, м, ну, то, что кому принадлежат эти резервы, те и могут ими, ну, распоряжаться. То есть, Воспользоваться, да? Мгм. Это что за сущности, что за цивилизация? Что тебе приходит? ну, это что-то, почему-то вот такая, как, знаешь, рептилоидная, что-то Мгм. похожее. Но это не в какой-то вот такой, м, то есть что-то человекоподобное, но с поврежденной кожей. Вот кожа Мгм. не такая, Мгм. как у нас. Она с какими-то изъянами, вот как, Мгм. Какие-то модификации, да? Какие-то. ну, вот как бугристая такая. Мгм. Мгм. Хорошо. Есть какой-то материал, который необходим для безопасного хранения вот этого запаса красного, красной ртути. Материал? Э, Что имеется в виду? Он содержится в чем? В каких-то контейнерах, в каких-то из каких-то материалов или Ну, вообще похоже на просто хранилище, как, оно разлито просто как озерцо какое-то, да. то есть прямо на породе, да? Ну, вообще ну, я не знаю, Мгм. это как будто ну, как огромный котел, если так Мгм. можно Мгм. назвать. А, Я не знаю, что это похоже по цвету и по структуре на ржавое железо. Вот Мгм. такое как Мгм. бы коричневое такое Мгм. что-то вокруг, и там оно содержится. А кто охраняет? Кто самый главный страж или хранитель вот этих крупнейших запасов?
те, кому это принадлежит. То есть эти существа, да? Да. Мгм. И еще есть военные, с кем они сотрудничают, с кем взаимодействуют, да? Да, но это как на уровне, может, даже, но основная масса, которая обслуживает вот это все на физической земле, они, может быть, даже ну, и не видят вот этого И не взаимодействия, понимают, не да? понимают, да, но это Ясно. как вот создано просто сам А, процесс концентрации вот этого всего, построения процесса, вот это вот развитие и так далее, он, ну, как, с- м, ну, то есть это как, я не знаю, как марионетки, если так можно сказать. ну, инструменты, да? Инструменты, да, то есть вот это, м, Какая главная неочевидная опасность для человека при работе с этой красной ртутью? ну, вообще, вот те, кто взаимодействует и обслуживает, да, это же нужно иметь определенную структуру мозга, определенный характер и вот желание и возможность просто выполнять, не раздумывая, определенные задания, приказы. Ну, просто как вот роботы выполняют какую-то Мгм, задачу. И это и есть, ну, как вот это воздействие, что при желании контактировать вот с чем-то таким запредельным, а, нужно ну, это учитывать, да? Нужно знать это. ну, мозг просто он по-другому начинает функционировать. Он Мгм, настраивается на мгм, определенную волну, и просто выполнение вот этих, ну, как линейных задач. мгм, Так. Вся жизнь построена вокруг этого. То есть как цель жизни и есть вот этот процесс. мгм. Почему знания вот этой красной ртутью строго засекречены и охраняются? Это странный вопрос. Это как, ну, во-первых, потому что это, Угроза для власти? ну, вот есть вот это, так скажем, верхушка, которая управляет, да, Мгм, невидимая, так ее будем называть. мгм, И то есть этот процесс ей управляется, ей мгм, создан. И все структуры, и все и безопасность, и место, которое выбрано, оно, ну, как бы полностью существует и подчиняется этой структуре. И мгм, это вопрос не стоит, почему опасно с этим взаимодействовать или почему не все люди с этим взаимодействуют. Это, ну, так устроено. мгм. Так должно быть. Оно не может быть по-другому. Это не для всех. Может ли какой-то необратимый эффект оказать на планету вот это вещество, неконтролируемость этого вещества? Ну, конечно, может, учитывая ее свойства и как она может просто все превращать в однородную массу. Мгм, Да. Но как будто бы задача дозированно использовать, по-другому использовать. эм, Ну, как если разрушить все и сразу, то не будет.
нет смысла никаких других ресурсов не предоставится возможным получение чего-то другого, большего. Какая древняя или внеземная цивилизация владела ее секретами в совершенстве? М. Ну, вот приходит что-то похожее на Ану и Энки. Анунаки, да? Ну, вот такие слова. М, Ану и Энки. мгм. А атланты обладали знаниями? Да, очень сильная вибрация пошла, и как бы а, такое, как голова В тумане? в тумане, и когда м, как этот прибор, когда прибором каким-то м, ну вот есть такой прибор, пока не приходит его название, но я вижу вот так, когда ты водишь по лицу, и у тебя простреливает в кость, вот, да, вот Мгм, это что-то такое, вот как бы. мгм. э, Не знаю, если ты подскажешь, как это называется. Оно вертится, я не могу это в слова преобразовать, но я этот процесс вижу и Он чувствую. медицинский прибор или какой? Да, да, Мгм. как это медицинский. Электрофорез? М, Ну вот как будто какое-то, знаешь, излучение Мгм. какое-то такое. М, Ну, это не важно. Лазер, на лазер, На лазер, лазер. Мгм, лазер, лазер, мгм, лазер. мгм. А другие ведь цивилизации? Лемурии. А в чем вопрос? Они имели знания о красной ртути и использовали в своих технологиях красную ртуть. В Лемурии. Не знаю, нет отклика. Мгм. Вообще Хорошо. это как будто, то есть источник, где это все, так скажем, произрастало, Мгм. вот у кого доступ был к этому источнику, они могли это использовать. Но это независимый источник такой, ну, знаешь, как дерево, с которого можно срывать яблоки. Мгм. Кто знает, где это дерево растет и может дотянуться до ветки, они это могли использовать. Хорошо. А теперь, Ну, Яра, на счете три спроси у моего подсознательной части, откуда в моем подсознании пришел этот запрос на исследование красной ртути? Один, два, три. Почему я решил это исследовать? вот как будто появился какой-то заряд и очень э, большой интерес и притяжение, то есть как это желание проникнуть куда-то и получить доступ, так как И эту информацию преподнести людям? да, это как разведчик, который хочет проникнуть Мгм, в тайную дверь и ну как вот рассекретить, разоблачить мгм. или вот.
что-то такое, как Какое самое важное понимание или предупреждение о красной ртути нужно вынести сейчас из этого сеанса? ну, что если, ну, как будто если не трогать и не заходить за эту территорию, вот такая плотность появилась, то м, н- не Будет стремиться Мгм, больше, знаешь, как когда ты знаешь возможности, и ты хочешь эти возможности применить везде, где мгм. это во благо, а где это не во благо. То есть путем этих возможностей заполучить что-то, что тебе не принадлежит. То есть такую власть очень большую. Эгоистическую какую-то Да, составляющую, да? да. То есть когда тебе дают инструкцию и говорят, что вот здесь применяй, но здесь тоже могут быть последствия, но польза вот такая. А вот в эту сторону ни в коем случае не нужно применять, потому что Мгм. будет что-то необратимое не для тебя, а для того, кто будет с этим взаимодействовать. И вот это желание, м, то есть, знаешь, как вот такое разгорается. То есть такой чисто обывательский интерес, он должен быть подавлен, чтобы не... Ну, не нужно надевать на себя как это корону, шапку правителя Мгм, Вселенной, что когда вот в моих руках это находится, и я могу вообще творить все, что угодно, и мгм. вот дай, не злите меня, такое. М, То есть отчасти а, и существует вот этот такой усиленный контроль над этим местом, не знаю, если это мгм, так вот как бы, чтобы вот эти амбиции, желания не вырывались. То есть это все равно как-то всплесками может происходить, но э, эти структуры, они как будто контролируют, да, но как будто условия сделки все время меняются, и они становятся все изощрённее и изощрённее мгм. вот со стороны потребителя вот этого продукта, этого вещества. Хорошо. А теперь на счете три я формирую сферу из вибрации абсолюта в свои руки. Один, два, три. Информирую эту сферу об нашем сегодняшнем исследовании, какие свойства у красной ртути и как нужно опасаться этого вещества. Так. И на счете три расширяем эту сферу, чтобы смогли как можно больше людей, заинтересованных в этом, получить информацию. Один, два, три. Да, сфера формированная, наполненная информацией, очень емкая такая. Есть отклики от каких-то людей, которые хотят получить эту информацию. Да, интерес к этой информации есть. Мгм. Хорошо. Яра,
На счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которым мы подключились. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наш уровень энергии вибрации до максимального значения для каждого из нас. 1, 2, 3. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 5 до 1, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится более ясным, а тело легким и наполненным энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли более четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость в своем теле. 2. Ты полностью здесь ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойной и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Как твои ощущения? Я вернулась. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памятью. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие и реакцию на удивительную информацию, от которой открылась нам сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность Яре, чей талант и открытость сделали этот увлекательный опыт возможным. Если вас заинтриговало увиденное, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие сеансы. До следующей встречи оставайтесь любознательными и открытыми к тайнам, которые может раскрыть наш разум. Желаю вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.